Стихия бьет рекорды по всему миру. Камчатку сотрясло мощное землетрясение, Крым охвачен штормовым ветром, а в Японии бушует торнадо. Куба, Италия и США уходят под воду, а на Гавайях вулкан готовится к новому извержению. И это лишь часть событий за прошедшие сутки. Подробности в сегодняшнем выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! Очередное сильное землетрясение произошло сегодня у восточного побережья Камчатки. Землетрясение произошло в 6 часов 58 минут по камчатскому времени в зоне Курило-Камчатской дуги, одной из самых сейсмически активных в мире, где сталкиваются Тихоокеанская и Североамериканская плиты. По уточненным данным Геологической службы США, магнитуда составила 7,8, хотя первоначально оценивалась в 7,5. Эпицентр находился в 145 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского, на глубине 10 километров. Сразу после основного толчка последовала серия афтершоков, включая 3 с магнитудой от 5 до 5,8. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН и МЧС России, толчки ощущались в Петропавловске и в Вилючинске до 7 баллов, в Елизовском районе до 6 баллов. Сейсмологи называют данное событие афтершоком июльского землетрясения магнитудой 8,8 30 июля, которое стало 6-м по силе в истории инструментальных наблюдений и вызвало цунами по всему Тихому океану. Камчатка остается в зоне повышенной сейсмической активности. С июля зарегистрировано более 30 афтершоков магнитудой свыше 5. МЧС России и Тихоокеанский центр предупреждения о цунами в Гонолулу объявили угрозу цунами для восточного побережья Камчатки. Прогнозируемая высота волн до 120 сантиметров в районе мыса Маячный и Халактырского пляжа, с возможными колебаниями уровня моря до 1-2 метров в Авачинской бухте. Власти рекомендовали эвакуацию на возвышенности и запрет на приближение к воде. В Японии и на Аляске, включая западные районы, также ввели временные предупреждения, но через 2 часа их отменили, подтвердив отсутствие риска для Гавайев и континентальной части США. На Камчатке из прибрежных зон было эвакуировано около 200 человек, волны цунами от 30 до 62 см достигли берегов, но без значительного ущерба. Разрушений и жертв после землетрясения на данный момент не зафиксировано, несмотря на интенсивность толчков. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что все службы переведены в режим повышенной готовности, проведена быстрая инспекция зданий и социальных объектов. МЧС рекомендовала жителям не возвращаться к воде и мониторить оповещения. Циклон, сформировавшийся над Азовским морем, усилился к утру 18 сентября, принеся в южные и восточные районы Крыма ливни с грозами и шквалами. Порывы ветра на Айпетре достигли 36 метров в секунду, в Ялте – 23, в Алуште – 22 и 18 метров в секунду в Феодосии. В Севастополе осадки превысили 30 мм за несколько часов, что привело к переполнению ливневок и паводкам на улицах Хрусталева, Монастырского шоссе и в Балаклаве. Упавшие деревья заблокировали дороги, повредив 17 автомобилей и вызвав обрывы электролиний. В Ялте и Алуште ветер сорвал крыши, повалил 11 деревьев и вызвал отключение света в разных частях города. В Феодосии и Симферополе потоплены подземные переходы и дворы, а в Джанкойском районе 3 села остались без электричества.
Общий объем осадков побил 40-летний рекорд. В Ленинском районе выпало 50 мм, в Бахчисарайском – 40. Сегодня циклон продолжает доставлять неудобства, но его сила ослабевает. В результате непогоды в Севастополе были повреждены электролинии в Балаклаве и Фиоленте, но энергетики смогли оперативно восстановить электроснабжение. В Ялте школы сегодня перевели на вторую смену, некоторые из них и вовсе отменили занятия. Власти мобилизовали 405 человек и 58 единиц техники для ликвидации последствий непогоды. В свою очередь синоптики предупреждают, дожди и ветер сегодня сохранятся. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными катастрофические события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. 16 сентября сильные дожди и грозы обрушились на западную часть Кубы, сначала на Пинар-дель-Рио, Исла-де-ла-Хувентуд и Артемису, а затем на Майбеки и Гавану. Дожди продолжались всю ночь до раннего утра 17 сентября, вызвав внезапное наводнение в кубинской столице. Были затоплены улицы в районах Сентра-Гавана, Диэс-де-Октубре и Серра, где вода превратила дороги в бурные потоки, унося мусор и парализовав движение транспорта и пешеходов. Шторм совпал с рекордными отключениями электроэнергии, 6 кварталов столицы остались без электричества, а дефицит электроэнергии достиг 366 мегаватт, самого высокого уровня за всю историю наблюдений. В целом по стране дефицит превысил 2000 мегаватт, что стало вторым по масштабам отключением после октября 2024 года. Ветер повалил деревья и повредил опоры ЛЭП, а дожди вывели из строя подстанции. В результате наводнения в Гаване было подтоплено более 20 улиц, около 50 автомобилей оказались под водой. Энергетический коллапс парализовал больницы, магазины и водоснабжение. В некоторых районах свет отсутствовал до 16 часов. Активность вулкана Килауэа на Большом острове Гавайев набирает обороты. По данным Гавайской вулканологической обсерватории, в северном жерле наблюдаются периодические выбросы газа и магмы. За вчерашний день зарегистрировано более 13 событий. Вулканологи прогнозируют в ближайшее время начало 33-го эпизода извержения из северного жерла с возможным расширением на южное. Извержение Килауэа продолжается с декабря 2024 года с эпизодической активностью лавовых фонтанов, невиданной со времен начала извержения ПУО в 1983-1986 годах. Последний 32-й эпизод извержения Килауэа завершился 2 сентября после 13 часов фонтанирования. С тех пор вулкан затих, но нагнетание магмы под кратером продолжается. Мощная суперячейка грозового типа ударила по региону Фриули, Венеция Джулия во второй половине дня во вторник, принеся проливные дожди, крупный град и порывистый ветер, вызвавшие масштабное наводнение и разрушение, особенно в провинциях Удины и Гориция. Суперячейка сформировалась над Адриатическим морем и двинулась вглубь суши, усилившись над Фриульской равниной. Сначала она ударила по провинции Удины, где в коммуне Кьопрес-Вискони ливневые осадки вызвали масштабное затопление. К вечеру буря переместилась в Горицию, обрушив град до 2,5 см в диаметре носограда, который повредил огороды, виноградники и дороги, а также десятки автомобилей. В Лучиника за 90 минут выпало свыше 100 мм осадков, что стало причиной затопления домов и магазинов. В Каприва-дель-Фриуле осадки составили 97 мм, в Гориции 80 и 73 мм в Кармонсе. Непогода сопровождалась сильными порывами ветра, скорость которого достигала свыше 70 км в час. Он повалил десятки деревьев, рекламных конструкций, а также вызвал обрывы линий электропередачи. Региональные власти объявили чрезвычайную ситуацию, задействовав все экстренные службы для ликвидации последствий непогоды.
Сильные ливни, вызванные медленными грозами в конце муссонного сезона, спровоцировали внезапное наводнение в Руидоза и окрестностях Линкольн-Каунти в американском штате Нью-Мексико. Национальная метеорологическая служба выдала предупреждение о наводнении заблаговременно, предупредив о немедленной угрозе в районах Сидр-Крик и Алпайн-Вилледж. За час выпало около 13 мм осадков на выжженной пожаром 2024 года территории. Лишенная растительности почва не смогла впитать осадки, что привело к быстрому подъему рек и подтоплению низин. Хотя жертв и серьезных разрушений на этот раз удалось избежать, в прибрежных зонах была проведена эвакуация населения. Это уже 10-е наводнение в Руидоза в этом году. Сильные дожди и наводнения обрушились на несколько районов Йемена, усугубив и так сложную гуманитарную ситуацию в стране. В провинции Абьян внезапное наводнение затопило лагерь для перемещенных лиц Джул-Ассада в районе Ханфар, лишив более 70 семей жилья и запасов продуктов. В районах Мудия и Махфат паводки затопили фермы и дороги, уничтожив посевы на сотнях гектаров. В Хадрамауте из-за риска сильного наводнения были закрыты школы и ограничено движение на дорогах, в Мукале эвакуировали 200 семей из зон риска. Метеорологи на ближайшие дни прогнозируют сильные осадки и наводнения еще в 12 районах. Местные власти объявили в регионе чрезвычайную ситуацию. Необычайно интенсивные ливни обрушились на нигерийский штат Адамава, вызвав масштабное наводнение в общинах Лемива, Румды, Синка и Джамбуту. Ливень начался около 6 часов утра 16 сентября и продолжался более 5 часов, принеся до 100 мм осадков. Вода быстро заполнила дренажные системы, вызвав переполнение стоков и внезапные паводки. Затоплены сотни домов, на улицах образовались стремительные потоки, уносящие мебель, запасы продовольствия и мусор. По данным Национального агентства по чрезвычайным ситуациям и полиции штата, тысячи семей остались без крыши над головой и вынуждены укрываться на обочинах дорог. Пострадали также производственные и коммерческие зоны, а также места поклонения. Это первое наводнение такого масштаба в истории этих территорий. Власти мобилизовали все экстренные службы на ликвидацию последствий стихии. Метеорологи предупреждают о сохраняющихся рисках для 32 общин в 11 штатах, включая Адамаву. Торнадо и сильный шквальный ветер обрушились вчера на Цукубу и прилегающие районы японской префектуры Ибараки. Шторм начался во второй половине дня, когда развивающиеся грозовые облака над Кантосским регионом привели к формированию суперячейки. Японское метеорологическое агентство выдало предупреждение о торнадо для всей Ибараки. В Цукубе торнадо сорвал крыши, повалил деревья и вызвал обрушение нескольких зданий, пострадали в том числе жилые дома и склады. Пострадали также Мито и Касима. В результате разгула стихии в Цукубе повреждено 20-30 объектов, включая жилые дома и коммерческие здания. Упавшие деревья заблокировали дороги и повредили 10-15 автомобилей. В Мито, административном центре префектуры, сильные ветры сорвали вывески и вызвали перебои в электроснабжении для 500 абонентов. По предварительным данным, всего пострадали 5-10 человек, но обошлось без жертв. Жители курортного поселка Приморско-Ахтарск стали свидетелями ухода Азовского моря на сотни метров от берега, которое оголило песчаные просторы и оставило на суше тысячи медуз. По данным метеорологов, это явление вызвано сильным восточным ветром, сгоняющим воду к противоположному берегу. Хотя это обычное для мелководного Азова событие, оно подчеркивает растущую проблему с медузами. Их численность увеличивается из года в год из-за повышения солености, мешая купальному сезону и рыболовству. Ученые прогнозируют, что в ближайшие годы медуз станет больше, и без мер по очистке прибрежных вод ситуация ухудшится.
Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.